So powerful and whimsical. И поэтому это отличное обучение для нас, великолепная школа, быть под руководством кого-то, кто столь дорог Господу, и кто постоянно задействует нас в служении, и кто действует столь непредсказуемо, как Авадхутом Махарадж. He's preparing us for service to the Lord and making us flexible. Он подготавливает нас к служению Господу, к тому, чтобы мы привыкли быть гибкими. We have to be flexible and ever ready for anything at any time. Мы должны быть гибкими и всегда готовы ко всему, в любой момент. Sometimes it's not so easy. Иногда это не так легко. Like, for instance, for myself, we had a program in Kyiv, the very first program. It was the day before the Veda Life Festival began. Как, например, однажды у нас была программа в Киеве, это было за день до начала самого большого фестиваля Veda Life в Киеве. It was a press conference at the planetarium, and all the press was invited. Там была пресс-конференция, были приглашены журналисты. And Avadhut Maharaj called me on the stage and sat me down. All the lights were shining, cameras were on, and he said, "You are eco-girl." He created this persona for me. You are eco-girl. You're a yoga instructor, and you're like a lifestyle guru. И тогда Авадхутом Махарадж позвал меня на сцену в место, куда смотрят все камеры, куда направлены все прожектора, куда место, за которым все наблюдают. И позвал меня и сказал: так, ты эко-девушка, ты живешь экологическим образом жизни, ты, соответственно, стараешься проповедовать этот образ жизни, ты инструктор йоги. Он создал эту персоналию, эту личность, которую должна была сыграть прямо на ходу. And I was like, oh my God, how am I going to do this? Я подумал: о боже мой, что же делать? And he said, now you speak. И он сказал: а теперь рассказывайте. Oh, yoga instructor, telling everyone that I'm a lifestyle guru and eco-girl. And she's going to say something now. И он представил всем меня, что вот эта девушка, борец за экологию, инструктор йоги, она учит людей правильному образу жизни, а сейчас она к вам обратится и скажет несколько слов. And I was able to say something for maximum 1 minute, and my mind went completely blank. Меня хватило, чтобы сказать что-то в течение 1 минуты, а затем мой ум полностью отключился. Then I looked at him and said, "No, you speak now, please. I'll just sit here." Я обратилась к Авадхутому Махараджу и сказала: нет, пожалуйста, дальше расскажите вы, я просто посижу здесь. Then last week in Jagannath program we had with Jeev Jaga Orchestra, he invited me to come and speak and introduced me as, from what I was told, a 200-year-old demigoddess from heaven. А потом, на прошлой неделе, когда у нас была программа в Новом Джаганнате на Таганке в Москве вместе с Джиv Джага, музыкально-духовная программа, то Авадхутом Махарадж представил меня всем, как мне передали, как мне перевели, как 200-летнего полубога, 200-летнюю полубогиню, низошедшую с небес. And he expected me to speak. И он ожидал, что я что-то расскажу. So I try my best with all of his whimsical and whimsical behavior. И я старалась, насколько это в моих силах, подчиниться его прихотям, его непредсказуемым желаниям. Last visit I was Shakti. That was my name. А в прошлый мой приезд я была Шакти, так меня звали. Posters were made. Shakti's coming. Даже плакаты с такими именами сделали. Шакти приезжает. I'm not so used to this, but Srila Goswami Maharaj is. Я не очень привыкла к подобному, но Шрила Госвами Махарадж привык. Sometimes he brings Goswami Maharaj to these big, huge public programs, 500 people, and tells him, you're a scientist, and you're going to give a lecture on science and subjective evolution.
Иногда он может привести Шрилу Госвами Махараджа на большую публичную программу, где собралось 500 человек, и сказать: так, вы ученый, и сейчас вы дадите научную лекцию о субъективной эволюции сознания. One time he was a rocket scientist. Однажды он представил Госвами Махараджа как ученого-ракетостроителя. And one time he was a businessman. А однажды как бизнесмена. And sometimes he uses our legal names, and we see them on posters. Иногда он использует наши имена по паспорту, мы видим, как он использует их на плакатах. And we trust him. We just let him do what he's doing. He knows what he's doing, and we go along with it happily. И мы доверяем ему, мы верим, что он знает, что делает, и что он поступит правильно, и поэтому счастливо подчиняемся. I'm sure he does all kinds of stuff to you guys. Я уверена, что с вами, ребята, он делает все, что угодно. And those who are near to him, especially Haridasi. Особенно с теми, кто очень близок ему, с такими преданными, как Харидаси. We can't imagine what your daily life is like. Я не могу и представить себе, какова ваша жизнь изо дня в день. Last time I saw you in Russia, we were on the plane together, coming to St. Petersburg from Moscow, and you told me in English, 10 more years and I'm finished. В прошлый раз, когда я виделась с вами в России, мы летели из Петербурга в Москву, и мы вместе сидели в самолете, и Харидаси обратилась ко мне по-английски, сказав: «Еще 10 лет, и я все». So I think you're still going strong, and you've got a lot more than 10 years ahead of you. Но я думаю, что вы все еще полны сил, и впереди у вас гораздо больше, чем 10 лет. This is excellent training for entering into the abode of Goloka Vrindavan. Это прекрасное обучение, школа для того, чтобы войти на Галоку Вриндавана. And we always have to follow the master, his instructions, his advices, and the closer we are to him, the more fire we'll feel from his devotional service. Нам следует всегда служить нашему учителю, и чем ближе мы будем подходить к нему, пытаясь исполнять его наставления, служить ему, тем больше нас будут обжигать его инструкции, его наставления. So today I'm sort of wondering what he might have up his sleeve for us. Are we going to be some person? We have to be ready. И сегодня я могу пока только предполагать, только удивляться, что еще Авадхутом Махарадж держит у себя в рукаве, что он приготовил для нас. Должны ли мы сыграть какие-то роли каких-то новых людей, или мы должны оставаться теми, кто мы есть? Нам остается только ждать и стараться. We have to be ever ready and do our best as humble servitors or aspiring servitors. Нам остается только смиренно терпеть и быть всегда готовыми, как смиренные слуги. This is our golden opportunity. We have this opportunity to really give our lives and our hearts and our souls. И это редчайшая золотая возможность, которой стоит отдать свою жизнь, свое сердце. Everything is provided for us, and all we need to do is follow our orders. Когда нам дают все, что необходимо, единственное, что требуется от нас, это чтобы мы следовали указаниям. So it's a busy day, and I didn't want to spend so much time with the class. Everyone has a lot to do. Сегодня очень много дел. Я не хотела тратить слишком много времени всех вас на утреннюю лекцию. If there are any questions, we can take a couple questions. Но если есть вопросы, у нас есть время на пару вопросов. Yes, Haridasi Didi. Да, Харидаси. Я не знаю, может быть, вы на лекциях уже рассказывали ваши встречи с Авадхутом Махараджем в Америке, но сегодня утром я услышала, просто лекцию ставили на кухне, что вы в 92-м году присоединились к миссии ДОБРЫЕ, и, может быть, как раз вот в 92-м году вроде и Авадхутом Махарадж присоединился к миссии ДОБРЫЕ, может быть, вы помните это?
I don't know, maybe you already mentioned about your experience of the setting with Avadhuttam Maharaj in America, but I remember recently in the kitchen, while your lecture was broadcast or recording was broadcast, I heard that you joined the mission in 92, and Avadhuttam Maharaj also joined mission, I think, in 92 in America, so maybe you had some connection or experience with him? No, I met him in India. Нет, я познакомился с Авадхутом Махараджем в Индии. When he came to India. Well, maybe first meeting in India, first impressions? First impression was kind of very warm and friendly and a little goofy. Первое впечатление было очень теплым, очень нежным и как будто бы какой-то неуклюжий. He had so many big ideas. У него было много смелых идей. And most of us were like, okay, let's see if he can really fulfill these things. И большинство из нас относилось к этим идеям так: ну, хорошо, посмотрим, может быть, ему и правда удастся сделать что-то из этих идей. And he did, and he became more and more powerful, and the mission started to manifest. Gurudev started to come, things started to happen. И ему удалось, он стал воплощать свои идеи одна за одной, стал обретать все большую и большую силу. Гурудев начал приезжать к нему, так миссия начала расти. And he was in his grihasta form at that time, and it didn't seem to matter whatever ashram he was a leader and a capable and affectionate leader. В то время он был в облике грихастхи, но казалось, что совершенно неважно, в каком ашраме он находится, потому что в любом случае он лидер, и лидер, способный вести за собой в любом положении. And he just became more and more powerful as time went on. И с ходом времени он обретал все больше и больше силы. Never lost that humble and approachable and non-assuming form. Но никогда не терял своего скромного, естественного, непритязательного облика. He's very unpretentious from the beginning until the present day. Он никогда не требовал ничего особенного к себе с самого начала и по сей день. Always so generous to everyone. Но всегда столь великодушен к каждому. From the beginning. С самого начала. And to the present day. И до ныне. So, I got to know him in India because that's where I was living, and we joined the mission around the same time, and I'd see him on all of his visits. Я познакомилась с ним в Индии, потому что я жила в Индии, и поскольку я находилась там, то я присутствовала при всех его визитах в Индию, и так постепенно мы познакомились. Any other question? Есть ли еще вопрос? She had a question yesterday. У вас был вчера вопрос. Как скажите, пожалуйста, откуда берется склонность откладывать духовную жизнь? Это не кого пришли, это православные, которые не верят в реинкарнацию, но откладываются все дальше и дальше. What is the source of this tendency to delay spiritual life? Oh, I'll do it later. Not only Krishnas, but even Orthodox who don't even believe in the next life, in the incarnation. I will do it later. I'll do it later. Mm-hmm. This is a complacent tendency that human beings tend to have. Да, это склонность расслабляться, ослаблять бдительность, свойственная человеку. Under the influence of Mahamaya, we become complacent. We think we're going to be here forever. We think this is our home and there's no urgency. Под влиянием Махамайи, иллюзии, мы расслабляемся, и тогда нам кажется, что «а у меня все хорошо, это мой родной дом, нет причин куда-либо спешить». It's a type of ignorance and like sleeping position. Это своего рода невежество, можно сравнить это со сном.
You find this in India a lot. You meet like the young boys and girls. They think, oh, that's spiritual life, something for old age. В Индии такое встречается кругом и рядом. Там часто видишь юношей, девушек, они говорят, духовная жизнь, знаем, это для стариков. After 60, I'll start thinking about Krishna. После 60 я начну думать о Кришне. And the devotees are always trying to smash this misconception. Но преданные всегда стараются сокрушить это заблуждение. We know death can come at any time. Мы знаем, что смерть может прийти в любое мгновение. We may not last till we're 60 years old. Мы можем и не дожить до 60. We have to think now. The future is now. Нам нужно думать сейчас, будущее сейчас. Srila Bhaktivinoda Thakur said in one of his poems, "Forget the past that sleeps." Should I say the whole thing? Forget the past that sleeps, and ne'er the future dream at all, but act in times that are with thee, and progress thee shall call. Как Шрила Бхактивинода Такур написал эту поэму: «Забудь о прошлом, оно спит, и не мечтай о будущем, но действуй в настоящем времени, и ты будешь расти». So the past is sleeping, and the future is a dream. Прошлое – это сон, будущее – мечты. But be here now, concentrate on the present moment, and you'll make progress. Но сосредоточьтесь сейчас на настоящем времени, и тогда вы будете развиваться. Good devotee association will help us be in this mentality and always be in the present moment. И общение с хорошими преданными поможет нам поддерживать это настроение и всегда оставаться в настоящем времени. Okay? Yes. Как понимать ли буквально наставление Гурудева, там еще сказал такую вещь, что я всех своих учеников, я всех их направляю, всех их поддерживаю, всех их тренирую. Should we accept the Gurudev's words literally, the words when he said, I'm in the hearts of all my disciples, I'm guiding them internally, ever caring of them? Yes, we can take them literally, but we're more advised to take the spirit of his expression. Да, можем принимать их буквально, но в большей степени нам советуют смотреть на сам дух его высказываний. We're advised to take the spirit of the scriptures language, not the literal meaning. Подобным образом нам советуют извлечь дух Писаний, а не обращать внимания на буквальное, а не буквальное значение Писаний. Because sometimes taking things too literally will confuse us and deceive us. Потому что иногда слишком буквальное толкование может ввести нас в заблуждение, может запутать нас. So that's the advice. Extract the spirit of the words of these scriptures and the devotees. Поэтому такой совет. Старайтесь извлечь самую суть, дух слов Писаний, дух слов преданных. We know that disciples of the Guru, they're called Vaibhav, the expansions of the Guru. Мы знаем, что учеников, учителя, учеников гуру называют вайбхавами, то есть экспансиями, проявлениями гуру. And we don't want to take that too literally either. Но мы не хотим обращаться к этой интерпретации слишком буквально. We don't go around considering ourselves as expansions of Gurudev. Мы не ходим вокруг, провозглашая себя экспансиями Гурудева. But in a higher sense, in an absolute sense, there's truth to that. Но в более высоком смысле, в более глубоком смысле, в этих словах истина. One who's surrendered to the Guru and wholly given themselves over to the Guru and following the instructions, then there's some possibility of them becoming a real expansion, a Vaibhav extension. Если кто-то
по-настоящему полностью вручил себя гуру, служению ему, по-настоящему погрузился в служение своему учителю, и в этом случае появляется реальная возможность, что такой человек станет экспансией, проявлением своего гуру. We can think that our guru is living in the hearts of all of our God brothers and God sisters. Вы вправе думать, что наш гуру живет в сердцах всех наших духовных братьев и духовных сестер. We believe this and honor this. Мы верим в это, и мы почитаем это. And really it's according to the surrender that the guru will be more present in his disciple. И на самом деле зависит от уровня самопредания, то, до какой степени гуру будет проявлен в сердце того или иного ученика или ученицы. The gradation principle here is applicable, must be applied. Здесь необходимо применить принцип градации, что не все одинаково. There's gradation everywhere, within everything. Разные уровни, разные градации есть во всем и везде. Gradation within the disciple section. В том числе ученики бывают разных уровней. Okay. Should we do one more? Yeah. Еще один, может быть? Туласи? Как становиться, пришли к милостности очень много, что, какой поворотный в этот момент, что побудило его принять это сознание и полностью, что самое главное, как этот момент проявился, что побудило? You joined the mission while being very young. What was the turning point? What forced you or pushed you into completely dedicating your life in this way? What was that salient point, the breaking point? Combination of mercy of the Guru, being inspired by Srila Gurudev, and having some internal service necessity. Сочетание, поворотным моментом стало сочетание милости гуру, вдохновения, подчеркнутого свыше, и особая внутренняя потребность. These two things combined resulted in a dedicated life, and in my case, I think I'm still aspiring to be dedicated. I'm trying every day. Эти два момента вместе взятые побудили меня к тому, чтобы начать движение в сторону преданности. И что касается меня, то я думаю, что я все еще пытаюсь обратиться к преданности, я все еще двигаюсь к этому. So it's an ongoing attempt to try to become a devotee and dedicated. I can't say I've achieved that. Это продолжающаяся попытка с моей стороны стать преданной, отдать себя полностью. We have to start from somewhere, and starting from zero is where I began. Но с чего-то нужно начинать, и в моем случае я начала с нуля. So, Was there any resistance from relatives? no, because Gurudev would always say, especially Americans, were born free. Нет. Как говорит об этом сам Гурудев, на Западе, особенно в Америке, мы рождаемся свободными. And my parents never had any control over me in my life. И мои родители никогда не контролировали меня и мою жизнь. I made my own decisions, and they knew one day I'm gonna fly out of the nest and go very far away. Я сама решала, чем я буду заниматься в жизни, и я всегда знала, что однажды, в один прекрасный день, я улечу, выпорхну из родного родительского гнездышка и улечу далеко-далеко. My mother would always ask me to draw when I was a little kid, and I would always draw pictures of myself flying away with many balloons in the sky, going somewhere. В детстве моя мама часто просила меня рисовать, и когда я рисовала, то часто рисовала один и тот же эпизод, как я при помощи множества воздушных шариков улетаю далеко-далеко от дома. And my mother would say, "What does this mean? She keeps producing this same theme again and again."
А мама все удивлялась, что это такое? Она все время рисует один и тот же эпизод. Что это означает? And then when I left home, she said, "That's why." И когда я ушла из дому, мама сказала: «А, вот почему». But they couldn't answer my questions. Nobody could satisfy my inner necessity for spiritual knowledge. Но они не могли ответить на мои вопросы. Никто в то время не мог удовлетворить мою внутреннюю потребность в духовном знании. And I had the freedom and the fortune to go and find out for myself. И у меня была свобода, и мне выпала удача самой разобраться, самой соприкоснуться с ответами на эти вопросы. Okay, should we finish here? Тогда закончим на этом, да?